Привет, друзья! В сегодняшнем выпуске я покажу, как можно с помощью обычной бумаги сделать удивительный арт-объект. И поможет мне в этом древнее искусство Японии – оригами. В популярном гипермаркете Leonardo я купила вот такую бумагу. Плотность ее 160, а размер 50 на 65 сантиметров. Я выбрала черный цвет, потому что на черном любые цвета смотрятся очень ярко и выигрышно. Основное, что необходимо сделать для начала, это правильно и очень аккуратно сложить лист пополам. От этого первого действия будет зависеть успех всей картины. Самое главное – правильно начать. Если вы сложите лист пополам очень ровно, то все остальное тоже пойдет ровно. Так как для меня сложить ровно или отрезать два одинаковых кусочка одинаковыми – это совершенно невозможные действия, я уделила этому процессу особое внимание. И у меня все получилось. В процессе всей работы я буду использовать две железные линеечки, одну побольше и одну маленькую для удобства. Ими я буду заглаживать края, чтобы сделать их более четкими и ровными. Итак, после того, как вы сложили аккуратно лист пополам, необходимо две части еще раз сложить пополам. И сделать это тоже придется ровно. Итак, каждую половинку мы складываем пополам, а потом еще раз каждую часть мы складываем пополам. В зависимости от того, какой объем вы хотите получить, будет ли это крупный рисунок или мелкий рисунок, на столько горизонтальных линий вам придется разделить лист. Если вы хотите более мелкий узор, значит эти линии должно быть много и они будут мельче. Если вы хотите крупный рисунок, значит этих линий должно быть не очень много. Поэтому я свой лист разделила на 8 равных частей, 8 горизонтальных линий. Каждую линию я тщательно вымеряла, аккуратненько разравнивала и затем проходилась острым краешком линейки для того, чтобы зафиксировать ее в таком положении. Итак, в итоге, после того, как я все сложила, у меня получилась вот такая вот гармошечка, которую я тщательно еще раз разглаживаю. И посмотрите, это самое простое, что мы могли с вами сейчас сделать. Нам надо получить вот такую гармошку. Далее мы начинаем формировать узор. И для этого нам необходимо сделать первый наш треугольничек, который мы загибаем с самого края. Посмотрите, мы проводим прямой угол и делаем зажим. То есть мы хорошо прижимаем, фиксируем наш уголок. С правой ручки у нас острый угол и в левой руке у нас получается прямой угол. Мы сначала загибаем в одну сторону, фиксируем все это линейкой и затем разворачиваем и делаем тот же самый угол, но в другую сторону. То есть нам надо разогнуть бумагу и согнуть в одну и в другую сторону. Так как слой бумаги достаточно толстый, а получить нам надо довольно ровную линию, то для меня это было трудновато. Очень аккуратно и ровно сделать зажим. То есть мне надо было именно линейкой сделать острый уголок, чтобы все линии были одинаково ровные. И теперь, после того, как я разгибаю бумагу, начинается самое интересное. Мы будем формировать нашу первую вершину. Все линии горизонтальные в течение всего формирования рисунка будут постоянно менять свое направление. То, что было вершинкой, становится низинкой. И наоборот. То есть у наших горизонтальных линий есть всего два состояния. Или вершина, или низина. И как раз вот эти полосочки горизонтальные, они всегда идут поочередно. Одна полоска у нас вершина, другая полоска, следом за ней идущая, будет в прогибе вниз. Другая, следующая полоска снова будет вершиной. Через одну еще одна вершина. И так по очереди вершина, низинка. То есть наша с вами задача правильно сделать загибы и фиксировать их. Если вам сложно удержать бумагу в руках, и она постоянно пытается выскользнуть, то здесь вы можете использовать зажимы. Сделанные полосочки зажимать и переходить к другим складкам. И так поочередно. И в итоге мы должны
сделать первый наш, складываем треугольнички внутрь. Там, где треугольнички уходят внутрь, то есть появляется вершинка, видите, и рукой помогаем, сделаем складочку и складываем вместе с остальными уже готовыми складочками. Зажимаем и хорошо складочки проминаем, фиксируем их. И тогда после первого-второго раза вы поймете уже, что нужно делать. Дело пойдет гораздо легче и быстрее. Узор, который я вам сейчас показываю, он один из легких узоров, и не зря я взяла его первым. Если вам понравится итоговый вариант, и вы захотите усложнения, или захотите просто каких-то других узоров или других цветов по окрашиванию, пожалуйста, не забывайте оставлять ваши комментарии. Мне очень приятно, когда вы делитесь своим мнением, неважно, нравится вам или нет, но любой комментарий для меня приятен, ваш отзыв, это значит, что я не зря стараюсь и записываю для вас эти видеоуроки. Итак, мы переходим ко второму треугольничку. После того, как нам удалось сложить первые складочки, второй треугольник, видите, у нас получился такой пояс сапсан, и мы загибаем треугольничек вверх. Тщательно его проглаживаем линейкой сначала в одну сторону, и не забывайте делать вот эти загибы в две стороны. Таким образом у вас вершинки будут формироваться легко, потому что бумага будет сложена в двух направлениях. И когда вы будете на нее нажимать, если вы нажмете снизу, то она сразу же выгнется в вершинку, или наоборот, придавите сверху, она прогнется в низинку. Зажимаем с двух сторон. Если вдруг вы видите, что у вас что-то не так, неправильно или кривая получилась линия, то вы всегда с помощью линеечки уже непосредственно на бумаге сможете подредактировать не получившуюся складочку. Итак, после второго треугольника вам необходимо поменять направление наших основных горизонтальных линий. То, что было у нас вершиной, прогибается теперь вниз, а низинки, наоборот, вырастают в вершины. И наши треугольнички с левой стороны также меняют направление. Все это мы зажимаем складочки. Хорошо прогибаем вначале пальцами, потом заглаживаем линейкой. Постепенно переходим к третьему треугольнику. В третьем треугольничке мы загибаем хвостик вверх. Заглаживаем также с двух сторон. Проглаживаем обязательно линейкой. После расправления бумаги снова начинаем менять направление треугольников. Я надеюсь, что к третьему треугольничку вам уже будет понятен сам принцип, потому что на самом деле это не сложно, и даже те, у кого были проблемы с геометрией, с рисованием объемных фигур, так как у меня были сложности с представлением объема на рисунке на бумаге, вид сверху, вид снизу. И когда я начинала записывать для вас этот урок, я, честно сказать, не верила в успех, потому что для меня ровные линии, сосредоточение на каком-то конкретном деле, и особенно в такой сложной технике, как оригами, я не верила в то, что у меня получится верный результат. Конечно же, я вам очень рекомендую вначале попробуйте просто на обычном белом листе формата А4, на маленьком формате, чтобы вы поняли принцип, а потом уже приходите к плотной бумаге, потому что с ней работать сложнее, но в то же время легче. С ней работать сложнее, потому что она более плотная и тяжело делать вот эти вот загибы ровными, но в то же время она так не рвется, как обычная бумага, не мнется и держит форму. В этом плане, конечно же, легче. Итак, мы переходим уже к четвертому уголочку. Мы снова заворачиваем хвостик вверх, сгибаем в одну и в другую сторону и продолжаем также менять направление наших вершин. Если вы дошли уже до четвертого уголка, то вы большой молодец. Значит, вам этот процесс интересен. Я напоминаю вам, что вы всегда можете оставить комментарий, подписаться на канал. Я также буду делать еще обзоры на эту технику. Буду делать картины с разными цветами и с разными узорами, потому что мне этот процесс очень понравился. Для тех, кому
мое видео или описание процесса не очень понятным, я обязательно оставлю схему. В описании к видео будет ссылочка, где вы сможете скачать сам узор и по линиям сгиба. Может быть, вам так будет по вашему восприятию более понятно, что надо делать с бумагой. Также в описании к видео я оставлю ссылочку на мой телеграм-канал, где я тоже выкладываю некоторые вещи, процессы и иногда делаю обзоры ошибок, которые были мной допущены в тех или иных работах. Подписывайтесь, там тоже будет очень много полезной информации. А тем временем уже делаю 5-й уголок. Его также заворачиваю вверх, заглаживаю с 2 сторон и начинаю формировать узор. Несмотря на то, что я уже подхожу к завершающей стадии, и весь процесс мне очень даже понятен, что зачем делать и в какую сторону выгибать, но даже в самом конце я столкнулась с трудностями и не могла понять, как правильно согнуть. Может быть, сказывается, что это был уже вечер поздний, но тем не менее я даже призадумалась, а правильно ли я все делаю. Поэтому, друзья, если вы запутались, обращайте внимание на горизонтали. Они постоянно должны меняться поочередно. Одна вверх, одна вниз. И это приведет вас к правильному решению. Итак, остался последний уголочек, который мы также загибаем вверх под прямым углом. Заглаживаем с 2 сторон, чтобы сделать складочки. Ну что ж, это была последняя складка. И сейчас вы увидите, какой интересный арт-объект у меня получился. Он очень объемный, интересный и необычный. Его можно использовать самостоятельно. Если прикрепить его на основу и поместить в рамку, то у вас будет такое интересное объемное изображение на стене. Объект получился очень классный, невероятный объем, сама графичность его, цвет. Мне все очень-очень нравится. Но я решила, что мы его немножечко задекорируем с помощью аэрозольных красок и придадим ему немножечко сияния. Я буду использовать 2 цвета. Это голубая эмаль в аэрозоле и серебристая эмаль. Я думаю, эти цвета прекрасно подойдут к черному. Все это я делаю под покровом ночи во дворе. Предварительно хорошо встряхиваю баллончики. Распыляю его в определенном порядке, то есть не полностью, а только с одной стороны, чтобы краска ложилась не по всей поверхности, а под углом. Голубой аэрозоль я распыляю с одной стороны, и затем серебристый поворачиваю картину полностью на 180 градусов и серебром покрываю с другой стороны, также под углом. Для меня важно, чтобы часть картины все еще оставалась черной, а краска легла только в объеме, а в глубине остался черный цвет. И сейчас для последнего этапа нам понадобится утюг с отпариванием и распылитель воды. После того, как краска высохла, я дала минут 15-20 в теплом помещении, чтобы краска хорошо просохла и ушел запах. Разглаживаю руками и с оборотной стороны распыляю водичку и начинаю проглаживать утюгом. Я проглаживаю через бумагу, обычный лист, чтобы не пачкать сам утюг. Ну а дальше все зависит от вашего умения гладить и то, как тщательно вы разглаживаете. Любите ли вы это дело или нет?
Пройтись надо по всей поверхности, хорошо разгладив складочки. То, что мы тщательно складывали и фиксировали, сейчас наоборот надо разгладить. И смотрите, какой эффект у нас получился. Это просто вау! При вечернем освещении, конечно, не видно этих плавных переходов от голубого цвета к серебристому, но видно, что рисунок с объемом у нас получился. Лист на самом деле уже абсолютно ровный, но у нас получился 3D объем. Это визуальная обманка. А сейчас смотрим, что получилось в итоговом варианте. Не забывайте про лайки, если вам понравилось. Впереди еще много экспериментов.